Зеленский ждет в Киеве Макрона, Дональд Туск встречается с польскими фермерами, Россия готовит ответ просившим ее о помощи. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Киев готов говорить с Москвой на особых условиях и после определенных событий. Цель на сегодня – уничтожение ВПК в тылу РФ. Украинское войско получит преимущество на поле боя, а значит будет иметь более мощные позиции к началу переговоров о прекращении огня. Путин под прицелом американских спецслужб. Что показали маршруты российского диктатора? Ну и, конечно, нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой, они абсолютно прозрачны. Беларусь угрожает, а Приднестровье просит Москву о помощи. Как реагирует Кремль и Кишинев? Я сказал очень четко, что нет опасности эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе нашей страны. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде. А вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кремль продолжает воевать против собственного народа. Госдума уже не удивляет законами, которые принимает, и накануне, например, там единогласно проголосовали за полный запрет рекламы на любых информационных ресурсах, которые принадлежат так называемым иноагентам, и запрет на рекламу самих иноагентов. Причину придумали яркую. Говорят, иноагенты получают деньги за рекламу, а потом тратят рубли на убийство российских солдат и офицеров, поддерживая ВСУ. При этом привести пример, кто же именно и в каком размере донатил для украинских войск, в Госдуме, конечно же, не смогли. Федеральный закон принят единогласно. Поздравляю, вы видите, количество поддержавших законопроект выросло. У нас авторов этого закона 395. Это закон Государственной Думы, который мы с вами подготовили и внесли для рассмотрения. Поздравляю. Российские пропагандисты кинулись в чужие кошельки и с радостью отрапортовали, что блогер Дудь потеряет 70% всех своих рекламных доходов после того, как этот закон вступит в силу. Тем временем ведущая YouTube-канала «Скажи Гордеева» Екатерина Гордеева заявила, что их совесть, как и счета, чисты и прозрачны, но работу придется остановить. Вот уже 1,5 года Минюст РФ видит наши счета и, сюрприз, там все прозрачно, у нас нет никаких загадочных поступлений с неизвестных или спорных счетов. Все легко проверяется по открытым источникам. Трудно сказать, что больше всего бесит власть. Что мы не испугались или что мы действительно никакие не агенты. Ничьи, но разве что своей совести и профессии. Но ситуация меняется. В связи с принятием закона о запрете рекламы у инагентов мы больше не сможем работать как прежде. Где был, куда ходил и с кем? За передвижением российского диктатора Путина могла следить американская фирма Planet Risk. По крайней мере, делала такие попытки. Об этом пишет издание Wired, ссылаясь при этом на книгу бывшего журналиста Wall Street Journal Байрона Тау под названием «Средства контроля. Как тайный союз IT-компаний и правительства создает новое американское полицейское государство». Откуда у самого журналиста такие данные, тоже до конца не ясно, но он уверен, что с помощью специальной технологии «Локомотив» компания следила за телефонами, которые принадлежали людям, которые обслуживают Путина. Это водители, сотрудники спецслужб и его советники. В Кремле удивились такой информацией. Песков робко заявил, что Путина охраняют как могут. Нам неизвестно, что именно таким образом. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем об этих компаниях, которые там упомянуты. Вместе с тем, конечно же, наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Ну и, конечно, нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой, они абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. Россия должна развалиться, но пока же Москва будет угрожать Киеву с регулярной периодичностью. В этом уверен глава украинской разведки Буданов. Говорит, что в планах Украины выход на границы 1991 года. Правда, когда это произойдет, не ясно.
Кроме того, Буданов уверен, что рано или поздно состоятся переговоры между Украиной и Россией, а для этого кремлевских войск не должно быть на территории Украины. Пока же цели другие – атака и уничтожение заводов и поражение стратегических объектов в тылу России. Мы должны менять собственную стратегию и тактику в соответствии с требованиями времени, обстоятельств и наших технических и мобилизационных возможностей. Именно при таких условиях украинское войско получит преимущество на поле боя, а значит будет иметь более мощные позиции к началу переговоров о прекращении огня, которые рано или поздно, безусловно, начнутся. Тем временем в Европе считают, что замороженные российские активы как можно скорее должны быть использованы на закупку военной техники для ВСУ. Это слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ее позиция схожа с мнением Буданова. Мир должен строить новую систему безопасности и быть готовым к вызовам в будущем. Угроза войны, возможно, не является неизбежной, но она и не невозможна. И риски войны не следует преувеличивать. К ним нужно готовиться. Необходимо срочное восстановление, пополнение и модернизация вооруженных сил стран-членов НАТО. При этом Европа должна стремиться к разработке и производству нового поколения победоносных оперативных возможностей, а также к обеспечению достаточного количества материальных средств и технологического превосходства, которые могут понадобиться нам в будущем. В Украине пока же думают о ситуации нынешней, она непростая. Оккупанты пытаются двигаться вперед, Киев ждет поддержки от западных партнеров, украинские военные говорят о нехватке боеприпасов. О снарядах и их производстве думает и Зеленский. В Албании накануне он подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве. И мы видим проблемы с поставками боеприпасов, которые влияют на ситуацию на поле боя. И мы заинтересованы в совместном производстве с вами и всеми нашими партнерами. Наша правительственная команда представит детали, и мы предлагаем провести специальный украино-балканский оборонно-промышленный форум в Киеве или на вашей территории. Говорить о мире и завершении войны в Украине собирается спецпредставитель Китая. Ли Хуэя вновь отправляют в командировку. Приедет и в Москву, и в Киев. Это, кстати, уже второе турне китайского представителя. Но на этот раз Ли Хуэй заедет еще и в Бельгию, Францию, Германию и Польшу. Напомню, что весной прошлого года именно этот спецпосланник на встрече с Зеленским заявил, что панацеи от кризиса не существует. И вообще надо создавать условия для прекращения огня и мирных переговоров. Стоит отметить, что Москва для Ли Хуэя практически родная. Там он 10 лет проработал послом КНР. И вновь напомню, в Китае не называют войну войной, а все, что происходит сейчас в Украине, по версии Пекина, это лишь кризис. Прошло 2 года с момента эскалации кризиса в Украине, и ситуация затягивается. На данный момент самое срочное дело – это восстановление мира. Чем быстрее начнутся мирные переговоры, тем меньше будет потерь. В течение последних 2 лет мы не прекращали усилий по продвижению мира и переговоров. Китай поддерживает контакты с другими странами, включая Россию и Украину, чтобы играть конструктивную роль в урегулировании кризиса. Непризнанное Приднестровье таки попросило помощи у Москвы. Молили, правда, не о присоединении к России, а лишь о какой-то защите от давления Молдовы. Жалуются на якобы экономическую войну Кишинева. На съезде так называемых депутатов так называемой ПМР решили обратиться также к ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, Красному Кресту и Генсеку ООН. Таким образом, хотят добиться адекватного диалога с правительством Молдовы. Кстати, в Кишиневе уже отреагировали на приднестровское обращение к Кремлю и утверждают, что переживать не стоит. Я сказал очень четко, что нет опасности эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе нашей страны. Это событие спланировано теми, кто находится по левую сторону Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности. То, что происходит в Тирасполе, это пропагандистское событие, уловка, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостных бюллетенях. Единственное напряжение сегодняшнего дня – это мрачный день на улице.
Лукашенко угрожает Западу ветеранами-пенсионерами. Лукашисты стали авторами нового смешного видео. В кадре появился бывший командир лукашенковского спецназа Дмитрий Павличенко и грозно заявил о недружественных странах, которым Беларусь готова дать отпор. Удивительно, но в этот раз ни один сценарий возможного так называемого нападения на Беларусь не был описан. Ну и напомню, что накануне Совет ЕС продлил еще на год санкции против Лукашенко и еще нескольких сотен лиц, которые поддерживают и режим, и войну России против Украины. Большинство белорусов, которые выступают за перемены, которые выступают за активные действия, выступают как раз-таки в поддержку политику санкций и говорят о том, что они должны были быть давно введены, мощные, системные и единовременные, еще в 2020 году. Если бы это произошло в 2020 году, когда были сотни тысяч, до миллиона выходило людей, может быть, тогда бы уже режим Лукашенко удалось бы свалить. И тогда бы и войны могло бы не быть. Вот эти стратегические ошибки, которые совершает Запад, сейчас мы видим также совершаются повторно. Лукашенко накапливает ресурс из-за разницы в санкциях. Накапливает. И когда он понадобится Путину, он будет готов щелкнуть каблуками, отдать честь и выполнить приказ Путина. И все будут охать и ахать. А почему у него есть экономические возможности? Да потому что вы применяете таким образом санкции. Вы не видите стратегическую роль балкона под названием Беларусь. Роль Лукашенко в этой войне, во всей этой ужасной истории. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.